Всем привет, кто заходит. Привет, привет. Сейчас я на телефоне тоже включу. Привет, всем привет. Сегодня суббота. Я вышла раньше. В общем, не вытерпела я, вышла раньше. Сейчас я зайду. Пока заходите тоже, я сейчас зайду через телефончик, чтобы видеть комментарии. Сейчас свечку зажгем. Вот у меня стоит новенькая такая. А закончилась уже новая свечка. Свечку поставлю сюда. Не знаю, тут в общем видно, но плохо видно, но видно. Привет, привет, Екатерина, здравствуйте. Екатерина, у нас вопросы за донатики же, у нас подсказки бесплатные. Подсказку можете написать, подсказка. И ваш вопрос в голове прокрутите, я вам дам подсказку на ваш вопрос. Или подсказки, если нужны подсказки, то пишите подсказки. Если донаты нужны, то вот можете пройти по ссылке. Сейчас посмотрю по донатам, чего у нас там. Нет, по донатам уже еще никого нету. Вот. Бывает так, что раньше времени. Еще эфир не начался, а уже там девчонки скидывают вопрос, где донатик. Вот если нужны подсказки, пишите подсказки. У нас подсказки бесплатные. Подсказка или подсказки. Если подсказки напишите, то будут подсказки на 5 колодах. Одна из которых послание из будущего. Я пока сейчас все достану, разложу. Вы можете написать подсказки или подсказка. Ставьте лайки, тоже мне будет приятно. Или подпишитесь, ну, чтобы не пропустить эфир. Вот. Так что, кому подсказки, пишите подсказки. Я посмотрю. Может, подсказка вам даст ответ на ваш вопрос, так что и не нужно будет ничего спрашивать. Ну вот. Так что, Екатерина, если нужны подсказки, пишите подсказки. Как вот Аннет написала. Аннет, добрый вечер. Сейчас посмотрим для Аннет подсказки. Смотрим для Аннет. Смотрим. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Ой, иногда я делаю маленькие шорты вот эти и прям думаю, прям как раз для Аннет, походу, ответ. Бывает такое. Мария, здравствуйте. Для Аннет смотрим. Следующая подсказка. Возьмите себя в руки, почувствуйте себя уверенно и смело шагайте вперед. Я что-то не помню, чтобы такая подсказка у нас была. Первый раз такая подсказка. Для Аннет смотрим. Следующая подсказка. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Фокусироваться не любит на том, на чем надо. Давай же, сфокусируйся. Вот, выходите из зоны комфорта. Откройте дорогу новым победам. Смотрите, у вас там будет все хорошо. Красивая картинка. Победы как будто вас сами ждут. Только начните. Да, часто вообще расклады резонируют. Да, я прям иногда думаю, как раз для Аннет, думаю, прям подходит. Я думаю, что ж такое? Как будто прям лично для вас. Вот, бывает такое. Просто иногда вспоминаю некоторых девчонок, думаю, ой, это, наверное, вот для нее было. Ой, это, наверное, вот для этой девочки. Прям бывает подходит. Для Аннет. Победи свой страх. Так, давай настройся. Победи свой страх. Тебе придется столкнуться с ним лицом к лицу. Верь в свои силы, и ты сможешь его преодолеть. Видите? Верьте в свои силы.
Не надо бояться. Ну, вернее, надо бояться, но все боятся, это нормально. Победите свой страх. Послание из будущего для Анет. Смотрим. Твой ключ к успеху в знаниях. Так, девчонки, короче, скоро новую камеру, походу, мне надо покупать. Что за это? Не хочет и все, не фокусируется. Твой ключ к успеху в знаниях. Давай же, сделай. Вот. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Вкладывайтесь в свои знания. Знания самое главное. Благодарю, Анет. Приходите на эфирчики. Екатерина, если нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка. Переложите на свой вопрос. Подсказки для Марии смотрим. Подсказки. Теперь для Марии подсказочка. Не начинайте новое. Не начинайте новое. Нужно закончить старые дела, разобрать какие-то старые завалы вещи. Давайте для Марии смотрим. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Легко все можно поправить. Сходите к стоматологу, может быть, займитесь спортом, чтобы к весне килограммов лишних не было. Мария, подсказка. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно. Для Марии смотрим. Будь экономнее. Ага. Угу. Будь экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Просто денег не хватает, да? Хватает, но не на все. Ирина, доброго субботнего вечера. Подсказки на всех для Ирины. Не работает VPN, соответственно, YouTube. Буду слушать подсказки в записи. Понятно. Понятно. А VPN надо обновлять, знаете, да? То есть, если этот не работает, надо другой скачивать. То есть, как бы они один глушат. Я, кстати, уже заметила, днем глушит один, а ночью глушит другой VPN. То есть, как бы, вот, на телефоне у меня это сильно заметно. Заранее благодарю за подсказки, Ирина пишет, да. Спасибо тоже, Ирина, вам. Давайте сейчас мы смотрим, для Марии смотрим. Послание из будущего мешаю. Для Марии сейчас послание из будущего. Послание. Тебе не нужно чужое одобрение. Так, ну-ка настройся, ну чего ты, давай, работай. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Не бойтесь быть собой, смотрите. Вы обворожительная, привлекательная, воздушная, легкая. Вот это карты показали. Так что, Мария, удачи вам. Давайте будем смотреть для Ирины. Для Ирины смотрим подсказка. Вкладывайте деньги в мечту. Вкладывайте деньги в мечту. Так, для Ирины смотрим. Прогоните прочь грустные и мрачные мысли. Начните мыслить в позитивном направлении. В позитивном направлении это прям вообще хорошо. Начните мыслить. И что-то мне сегодня сон вспомнился, почему-то какой-то сон приснился. Ладно, это почему? Для Ирины смотрим. Подсказка. Может, что-то вам во сне приснится. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит, он так хотел. Это вот, к сожалению, это так, или к счастью, это так. Но как бы это так, да. Так, смотрим для Ирины, смотрим подсказочка. Расставляй приоритеты. Ты не сделаешь ничего, если будешь пытаться сделать все. То есть сначала что-то одно сделали, потом второе, потом третье, 10-е, 20-е, в общем, по очереди. Благодарю вас, Мария, тоже. Вас тоже благодарю. Спасибо, что на эфирчик приходите. Давайте для Ирины смотрим послание из будущего.
Давай же, давай. Настройся. Я-то вижу, что написано, но нам хочется всем увидеть. Ну-ка, давай. Ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Вот такое это послание из будущего. Какие-то большие изменения вас ждут в лучшую сторону. Самое главное, это в лучшую сторону. Спасибо, Ирина, тоже, что пришли на эфир. Сейчас посмотрю донатик. Анетта отправила донат. Посмотрим. Смотрим донатик. Какая вы в его глазах сейчас? Ой, 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 ой. Сейчас я приду обратно. Он весь в работе, смотрите. В его глазах вы очень классный специалист. Ну, кстати, вы достойны получать очень много денег за то, что вы работаете. Вы очень много вкладываетесь в работу. Он думает, так что вот о вас сейчас, то, что вы очень много отдаете себя работе, отдаете какому-то своему делу, которое вот вы очень хорошо знаете. Вы очень классный специалист, в чем-то вы очень хорошо разбираетесь. И он думает, что вот вам нужен шанс на то, чтобы вас заметили, вас оценили, вы должны как бы... То есть вы достойны получать много за свою работу. Как-то вот здесь вот так вот. Потому что вы классная трудяжечка вы такая, которая заслуживаете много денег за свои труды, заслуживаете уважения за то, что вы делаете, да, вот. Много знаете, разбираетесь. И достойны оплаты, высокой, большой. Шанс на успех. Вот про это думаю, про заработок, про деньги, про то, что вы можете очень многое, во многом разбираетесь. Он считает, что вы категорически против ограничений. Категорически просто против. Вам не понравится, если вас не признают, если вам не заплатят, если у вас будет чего-то не хватать, если не будет уюта, комфорта. Вам это не понравится. Он так думает. Категорически против недостатка чего-то. Вам нужно, чтобы везде был достаток, во всех сферах. Еще вы в его глазах самая любимая женщина, самая страстная, самая желанная, которая хочет всегда и везде, с которой хочет и романтики, и очень много времени хочет с вами проводить, обнимать, целовать, всегда быть вместе, всегда на глазах, чтобы вы были у него, вот. Чтобы никто там рядом с вами, там ничего там не околачивался чужой. То есть вы для него очень романтичная, очень ранимая и очень страстная и желанная женщина, такая вот. Романтики с вами хочет, много нежных слов хочет сказать, очень хочет встретиться, свидание хочет, просто безумно хочет свидание, очень сильно тянет к вам, вот. Мою деятельность с ним недавно обсуждали. Он очень ценит то, что вы разбираетесь хорошо в своей деятельности. Он очень уважает вот это вот ваше дело, то, что вы делаете. Считает, что вы заслужили достойную оплату, достойное вознаграждение и признание вот в этом вашем деле. Еще он думает, что вам чего-то не хватает. Вот между вами вроде бы все есть, да, но чего-то не хватает. Не хватает, знаете чего? Не хватает удовольствия, не хватает романтики, не хватает любви, не хватает времени, которое вы проводите вместе, потому что здесь отдельно каждый воюет за свое. Вы о будущем, о карьере заботитесь, а он тоже, чтобы прикрыть тыл, свои мужские дела тоже решает. И вам не хватает вот этой любви, романтики. Побыть вместе вот не хватает. Больше хочется время проводить вместе. Вот так вот она анализирует вот это все. Угу. Как будто контролировать ситуацию как раньше, вот то, что происходит вокруг, уже не получается. Как будто меняются какие-то обстоятельства.
Говорит, что вы занижаете себя. Вот не занижайте себя. Он уже видит, что вы очень многое сделали, очень многое достигли. Он это видит. Не занижайте себя, не стоит. Очень много вы достойны. Достойны шанса очень большого. Очень. Чтобы вас признали. Чтобы у вас все получилось. Какая-то ситуация здесь, знаете, как будто нету контроля больше над ситуацией, когда вот вы хотите получить какую-то стабильность финансов, как будто в этом нет контроля больше. Как будто меняется какая-то ситуация финансовая, денежная, какие-то обстоятельства, вмешаются какие-то обстоятельства. Поберегите денежки, не тратьте сейчас никуда ничего. Здесь как будто поменяется то, как вы зарабатываете деньги, что ли, вы что-то еще придумаете или что-то такое появится у вас. Как будто что-то изменится в зарабатывании денег. Поменяется. В лучшую сторону, кстати, поменяется. Больше мечтайте, знаете, тут карты говорят. Если что-то поменяется, вот насчет заработка, насчет денег, да, по-другому что-то зарабатывать начнете, как-то будет не получаться, но тут вас, знаете, здесь вас выведут на тот путь, в общем, как надо зарабатывать по деньгам. Все у вас тут раскрутится, нормализуется, все нормально. Вам говорят, ты просто не расстраивайся, если чего-то не получается, да, учись на ошибках, все будет хорошо. И не сомневайся, не бойся, иди вперед, и все нормально. Говорят, больше мечтай, чтобы легкость была, понимаете, чтобы больше мечтайте. Как он вас воспринимает, вам надо поехать и отдохнуть. Вот так у нас, вот еще вот это вот он хотел бы сказать, поехать и отдохнуть. А желательно это вообще это свадебное путешествие. Да, кайфануть надо все. Надо как-то тут двигаться вперед, отдыхать, он тут все как-то хочет уже отдохнуть с вами. И чтобы вы отдохнули, чтобы он отдохнул, куда-то, чтобы вы поехали и отдохнули хочет. Что-то здесь такое. Да, свадебное путешествие, это тут как бы тут официальные отношения и поехали отдыхать. Что-то такое. И во время отдыха у вас, возможно, беременность. Это если вы только сами захотите. Так, сейчас посмотрим. Перспективы насчет переезда. Если тут борьба все-таки, тут не так легко. Тут нужно бороться, чтобы все быстро произошло. Здесь, знаете, здесь будет как будто то ли проверка какая-то, то ли что-то такое, знаете, когда будет какое-то недопонимание насчет переезда сейчас. Вообще перспективы хорошие насчет переезда, очень даже хорошие. Тут вообще карта колесо фортуны, все классно. Но здесь будет какой-то выбор касаемо, знаете, выбрать, что нехватка чего-то будет здесь, нехватка любви, нехватка поддержки какой-то, да, здесь нужно будет очень хорошо побороться и сказать то, что да, это то, что мы хотим, да, ну, то есть не отступайте от своего, потому что будет какая-то тормозная ситуация, но потом, когда вы отстоите, докажете, что да, это мы этого хотим все-таки, мы хотим переехать, какие бы трудности не ожидали, да, может быть, там финансовые или какие-то документы, да, если вы это докажете, то потом начнет быстро развиваться. И эта ситуация вся в ваших руках. Зависит только от вас вообще. Если вы захотите, это может быть намного раньше, чем вот это все может случиться. Намного быстрее. Просто какие бы ни были преграды, вы просто идите вперед и все. Добивайтесь своего, разбирайтесь как надо и все. Ну, это нормально, это когда переезжаешь, всегда какие-то трудности, да. Вы это все решите, вы же уже уверены. По колесов, да, там вас ждет, смотрите, новое счастливое будущее. Там у вас семейное. Вы будете очень довольны, когда вы переедете. По колесу фортуны переезд очень отличный, да. Там будет новое что-то в вашей жизни. Начнется новый этап, новая жизнь. Гармония будет, там наполнение, там будете наполняться очень хорошо, вдохновение там будет у вас классное. Чего-то будет не хватать. Но там не будет самообмана, вам придется просто бороться и отстаивать свое.
Но зато, смотрите, там не будет самообман, вы не будете себя обманывать, вы будете видеть четко вот эту ложь, обман, да, где-то что-то, не будете обманывать себя, это хорошо, потому что вы будете четко видеть и ясно разные ситуации, моменты разные, да. То есть то, что это не разрешится само, надо, значит, делать то-то, то-то. Если я сделаю то-то, то-то, да, например, то все будет нормально. И здесь ограничения у вас падают, никто вас ограничивать не будет. Раньше как будто вы не могли действовать, обстоятельства какие-то вам мешали, что-то еще. А тут все, вот это вот все ограничения спадут, и вы сможете реализовывать себя. Тут, смотрите, по башне уходит вот это вот, то, что вас сдерживает, оно все уйдет. Здесь вообще начинается процветание, и как будто вы вкладываете в себя, развиваетесь, и вы тут очень много денег можете заработать, самодостаточной личностью можете стать. Здесь просто очень хорошо развитие пойдет. Опять показывает то же самое. Да, когда вы переедете, у вас будет прорыв, совершите какой-то прорыв. Переезд это какой-то прям прорыв для вас, вы пойдете в стабильность. Пойдете в стабильность, да, муж, 2 детей, все мое, да, здесь как-то вот так, хозяйство, вот, да, тут уже любовь, тут, ну, все нормально, там у вас с переездом все отлично, любые трудности просто, да, у вас как будто здесь уже все, что было закрыто, оно открываются дороги, вы можете действовать уже. Принимайте решения, основываясь на опыте, на своем, и все. Тут вас официальные отношения ждут, все нормально. Для переезда все хорошо. Можете переезжать хоть сейчас. Да, говорят, нужно чуть-чуть будет побороться, отстоять свое, но это касаемо денег, работы. Но вы одержите победу, все будет нормально. Потому что вы не боитесь ответственности, вы будете все как бы... Все разрешится тут. Да. Вам не будет хватать веселья с подружками, возможно, с друзьями, но в то же время уйдет какое-то разочарование и сомнение. Здесь как-то так вот. Зарина, добрый день, Зарина. Тоже пишет, что оплатила. Ну вот она и тут так вот. Вы в его глазах еще человек, который не будет обманывать себя, а будет бороться за свою истину, отстаивать себя. Посмотрим подсказку для Анет. Подсказка. Делайте добрые дела. Делайте добрые дела. И вам помогут потом в ответ, да, через кого-то другого. Да, хороший расклад. Да, поэтому берите все самое хорошее и вперед, только вперед, к новым победам. Там все хорошо у вас будет. Притом переезжать можно в любое время. В любое время там, у вас там будет все хорошо с семьей, семейные отношения, романтика будет, там все то же самое будет, все очень хорошо. Насчет отношений очень хорошо все будет у вас там. В любое время можете переезжать. Не надо бояться. Ему, вот мужчине, не надо бояться, что что-то там у него затык какой-то будет. Нет, все нормально будет. То есть не переживает, не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Вас тоже, Анет, благодарю. Давайте будем смотреть для Зарины теперь вопросик. Что ждет приятного этой весной? Ой, смотрите, какая-то удача, Зарина, вас ждет какая-то удача. Я еще подумала про деньги, про любовь, вас ждет какая-то удача.
в деньгах, в любви, какая-то поездка, возможно, вас ждет приятная, вас куда-то, если позовут, езжайте, да. Здесь как будто весь мир открывается, здесь приглашение, вы можете общаться через интернет, с кем-то познакомиться. Тут, знаете, тут как будто колесо фортуны повернется к вам лицом, да, и удача будет. Вот вы удачу за хвост схватите. Что приятного ожидает этой весной? Какая-то удача будет. Что-то хорошее такое произойдет, да? Если куда-то вас позовут, езжайте. Мужчина этой весной. Вы этой весной, если у вас нету партнера, ох ты, ёшкин, матрешкин, двое мужчин у вас, я так подумала, если двое мужчин у вас этой весной, вас ждут двое мужчин, или знакомство с двумя мужчинами, или вот будете общаться с двумя мужчинами, может быть, так, может, будете ли вы выбирать. Слушай, здесь как-то стремительно начнется общение. Есть уже мужчина, смотрите, будет еще один, появится какой-то мужчина, будете общаться с двумя мужчинами, если есть один, то получится, появится еще один. Романтика тут вас ждет, какие-то свидания такие, знаете, романтичные, с целовашками, с обнимашками, целовашки, ой, переписка романтическая вас ожидает. Какие-то чувства, знаете, любовь на вас накроет просто, чувства будут. Ой, с тем, который есть, да, с тем, который есть, как бы тяжело ни было, какие-то тяжелые моменты будут с тем, который сейчас у вас, но там все нормально будет, в общем, разрешится. Все разрешится. Ответственность, слушайте, ответственность может брать за вас. Какие-то ваши дела может порешать, вот который сейчас. И может какое-то ваше желание исполнить. Вот вы, если чего-то хотите, он вам может помочь в чем-то, чего-то достичь, реализовать. И вот с тем, с которым вы сейчас, очень будут приятные такие отношения, очень страстные, и развиваться будут очень даже хорошо, вам понравится. С тем, который сейчас вас... Да, с которым сейчас вот у вас полное взаимопонимание, гармония, любовь. Вот сейчас вот он влюблен, да, и он готов для вас на все, поэтому если вам нужна какая-то помощь, вы можете попросить, он готов брать ответственность, да, он готов вам помочь в каком-то деле, что-то реализовать, в ваших желаниях, то, что вы хотите, вот он вот вам готов это дать. А новый какой-то, зачем вы ему? А ему просто скучно будет. Новый какой-то появится, ему просто будет скучно. И он захочет вас вывести на эмоции, там, поконкурировать с вами, может быть, на работе, да, показать, что он лучше вас. Хотя мужчина с женщиной как-то воевать, ерунда какая-то, да. Вот здесь вот так вот. Ограничить вас в чем-то, показать, что он лучше. Вот какой-то такой вот конкурент какой-то просто новый. Зачем это все непонятно? Чтобы вы ему дали какой-то шанс. Что он вам может дать? Да фигня какая-то. Новый, с новым вообще ничего не понятно. Будет что-то там к вам, будет испытывать что-то, да, но со своей выгодой какой-то. Новое авто к лету обещал, тот, который сейчас. Вот с тем, который у вас сейчас, с тем и общайтесь, потому что здесь какой-то левый появится, что-то ему там скучно будет, он на вас будет засматриваться, будет вас вот на эмоции выводить, вот вас подковыривать, не обращайте на него внимания. Будьте спокойны, как с ним общаться, с новым, которым будет вас нервировать, да. Будьте спокойны с ним, вообще его как бы игнорируйте, чтобы он вас не выводил, ровно все воспринимайте, как будто, как на муху там посмотрели, так типа, ты что тут жужжишь, там и пошла там по своим делам дальше, да, как будто вот. Потому что с тем, который сейчас у вас тут вообще прям, у вас очень страстные отношения будут, романтика. Может и новое авто будет, вот не знаю, вот. Как будто вы с ним можете двигаться к мечтам, потому что вот этот вот, который у вас сейчас, с ним уже вот у вас было все спокойно, да, спокойствие закончилось, все, спокойствие осталось в прошлом.
И теперь новый пришел для того, чтобы реализовать ваши мечты. Поэтому вы с ним можете что-то реализовать, то, что вы очень-очень хотите. Он вам может дать что-то такое приятное, ценное, хорошее такое. С ним сейчас все отлично, с тем, который сейчас у вас. Романтическая переписка вас ждет этой весной. Чего будете ожидать? Будете много мечтать, будете ждать, что ваши мечты исполнятся. Мечтайте, мечтайте, мечтать вам можно. Да. Если мечтаете в деньгах, чтобы что-то получилось, тоже все получится. Потому что тут вот и по работе, и по деньгам все хорошо у вас ждет. В деньгах у вас вообще все отлично. Вот деньги к вам идут, как будто вот достаток материальный, оно к вам идет этой весной, как раз таки деньги и любовь у вас просто вот весной деньги и любовь. Еще здоровье просто контролируйте и все. Контролируйте ситуацию. В общем, если будете контролировать свое здоровье, все брать в свои руки, то как бы все нормально. Тут нету такого, что что-то может быть со здоровьем. Если будет под вашим контролем, все нормально. Если вы хотели куда-то поехать, то вы поедете. Если вы, ну, кстати, если вы хотели приобрести вот эту вот машину даже, да, вы можете приобрести. Но знаете, здесь как будто если машина, то она чуть-чуть позже, чем вы хотели бы. То есть, может быть, так. Не летом, а осенью, может быть. Как будто машина возможна, но не летом, а осенью. Я не знаю почему. Чуть-чуть попозже того срока, который вот вы ждете. Но очень даже возможно. Все, карты такие пошли, все закрыто. Дальше не говорят. Дальше не хотят говорить. Все, говорит. Все такие карты пошли. Ничевые, типа, все закрыто, закрыто, закрыто. Хватит, хватит, хватит. Добрый вечер, Регина. Отправила вопрос донатом по ссылке. Хорошо, сейчас мы Зарине ответим, потом ваш посмотрю. Вот что-то здесь все. Не говорят насчет того, купит или нет, четкого ответа нет, короче. Говорят, ждите. Ждите, говорит. Но здесь как будто... Ждите. Не говорят четкий ответ. Нет такого четкого ответа. Было такое, что возможно, но попозже. Не летом, а осенью. И все. И, короче, карты перестали говорить. Вот. Не знаю. Может, не нужно знать, или должна какая-то ситуация может произойти. Что должно случиться, чтобы это произошло, что нужно. Да тут вы ничего сделать не сможете. Здесь еще ситуация не определена, то есть еще непонятно конкретной конкретики пока нет. Говорит, подождите. Подождите, немного позже. Еще нет четкого ответа. Возможно, но попозже, да? Ну, дальше не могу сказать. Что-то должно произойти. Стремительно и быстро, да. Возможно, неожиданно это случится. Но тут больше положительный ответ, чем отрицательный. Больше да, чем нет. Вот, так что смотрите. Посмотрим попозже, может потом еще. Вот. От чего это зависит? От удачи. От удачи, ну понятно, ну и чего. Ну, это что-то резко, неожиданно произойдет. Ладно, сейчас посмотрим. Подсказка. Подсказка на ваш вопрос. Не старайтесь угодить всем. Вот такая подсказка. Не старайтесь угодить всем. В общем, в любви и в деньгах у вас будет этой весной все супер. Материальные, вот деньги, любовь, у вас прям все отлично. Так что можете купаться в этом, просто вот по полной вообще наслаждайтесь. Вот с этим будет все отлично.
спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Хорошие такие энергии, влюбленные такие. Ну, вот у него прям очень даже на данный момент все супер. Давайте для Регины посмотрим. Донатик следующий для Регины. Так, что бы он хотел вам сказать? Он бы хотел сказать, что ему с вами комфортно. Ему с вами комфортно, вы для него как будто, знаете, как будто он вас давно знал. Вот как будто вот вы вот столько, сколько вы вот общались, да, хоть и недолго. Этот человек хотел бы вам сказать, что вот как-то сразу стали близки друг к другу. Вы для него сразу стали как вот свой родной человек. И ему сразу с вами легко было общаться, не было ничего такого отталкивающего, да, потому что как-то вот сразу комфортно. Как будто вы знаете друг друга давно, вот так вот. И вот он хотел бы сказать, что вот для него это удача, что вот эта встреча состоялась, что вы познакомились, что он узнал вас, потому что для него вы такой очень близкий человек, очень такой открытый, вот его тянет к вам душой, вот как будто вот он знал вас давно, как будто друг друга давно знали. Спасибо, Зарина, вам тоже спасибо. Вот. Вот, так что так, Регина. Ну, очень хорошие карты, очень теплые, так что вы для него очень вот родной такой человек, приятный, открытый и как будто свой. Вот, чувствуешь себя легко с человеком, общаешься. Вот. И вот он хотел бы сказать, что это удача. Вот, удача, что мы встретились, что я тебя узнала, что мы познакомились, потому что очень приятно было общаться, очень приятно узнать тебя, да. Вот очень здорово, что такой человек есть. Вот. Про то, что чужие сплетни, подождите, время покажет. Видите, тут говорят, правда ли это, тут говорят, покажет. Время покажет. И мысли мужчины с шариками. И в виде сердец, если... это что ли? Сейчас. Да, поняла вроде бы какая колода. Вот это. Вот это. Сейчас посмотрим. Его мысли. Ай, нет, нет, только не на пол. Только не упади, пожалуйста. Так, сейчас, ладно, чтобы мне не перевернулось. Сейчас посмотрим. Шариками. Вот это, которая... Его мысли, мысли мужчины. Вот он. Я знаю, что расстраивал тебя. Вот такие мысли. Но он знает, что он чем-то вас расстроил. Чем-то расстроил вас. Вот такие у него мысли. Я знаю, что чем-то расстроил тебя, видите? Выяснилось много спустя, когда уже не общаетесь. А вот еще, смотрите, вторую вытащила. Ты моя родная душа. Вот как бы так и есть. Видите? Он вот это вот такие у него мысли. Он знает, что расстраивал вас, и вы для него родная душа. Так и показывают, что вы для него родная душа. Видите, вот как бы он очень... Вот это такая карта, когда вот вы знали как будто друг друга 100 лет, не знаю, давным-давно, и тут встретились, как будто родные прям. Да. Так. Ну, как будто расстались и расстались, да. Как будто уже вы уже ничего не будете восстанавливать с этим человеком. Видите, как будто встретитесь ли вы снова, да, пауза или расставание, как говорится. Здесь как будто вы уже все решили уйти, решили идти в будущее. Каждый, тут как бы люди разошлись, и это окончательно приняли решение, что все, дальше не будут продолжать. Слухи, видимо,
подтвердились или не знаю, но как бы вот он знает, что вас расстроил, но уже как бы вот... Но очень рад, что он вас узнал, что вы познакомились, что есть такой человек классный, как вы. Он бы хотел сказать, что он не хотел бы вас втягивать во что-то такое свое, да, не хотел бы, чтобы вы жертвовали чем-то, да, он по-честному, вот по-честному, он не хотел бы вас ни во что втягивать, ни в какие свои вот эти трудности, чтобы вы его ждали, зависели, он бы не хотел бы вмешиваться в вашу жизнь, и вот, знаете, чтобы вот вы, ну, не знаю, чтобы вы ждали и не жили своей жизнью, а вот неизвестность такая была, не хотел бы вас в роли жертвы вводить. Он по-честному хотел бы, чтобы у вас все было хорошо просто. Потому что его проблема — это его проблема. Он не хотел бы, чтобы они касались вас. Вот. Поэтому тут вот он хотел бы... Он хотел бы вам, кстати, многое сказать. Чтобы он хотел бы вам сказать. Он бы вам многое, какую-то информацию он бы вам хотел сказать. Что-то такое вот. Но он не будет говорить, потому что здесь что-то... У него какие-то тяжелые обязательства есть, возможно, в жизни, да, что-то такое тяжелое, что он не хотел бы перекладывать на вас, потому что когда пара соединяется, получается, проблема одного — это общие проблемы, да, он бы не хотел перекладывать свои какие-то вопросы на вас. Вот. Но он бы хотел бы сам решать свои вопросы, проблемы, что-то у него там не получается. Он не может решить все, он как-то ограничен он в возможностях. Вот. Не хотел бы вас вмешивать вообще в свои проблемы, грузить вас. Он скучает по вам, он думает о вас много, кстати, он думает, скучает. Вот именно вот эта карта, вот он скучает. Он скучает, и он хотел бы немножко, чтобы все изменилось, сделать все по-другому. Но нет, вот как есть, так есть. Вот. Занимается работой, старается в работу погрузиться. Но думает о вас тоже, думает. Ну вот, видимо, на вас накатывает, на него накатывает, вы как-то это чувствуете, потому что вы тут как родные души, которые вот, ну, чувствуют друг друга, вы как будто знаете друг друга давно. Поэтому вот вам хорошо друг с другом, и не важно, что вокруг происходит, вам комфортно. Поэтому вы вспоминаете друг друга. Но вокруг у вас есть такие обстоятельства, такая жизнь складывается, да, у каждого своя. Это вот, как говорят же, есть такое вот, есть родные души, да, а есть вот, ну, предназначено кому-то быть мужем и женой, а кому-то просто, ну, как друзья родные души. И вас и тянет, и понимаете друг друга, и все классно, но у каждого своя жизнь здесь, как будто так вот. И другой не хотел бы вмешивать другого в свои проблемы как-то вот. Вот. Да, старые воспоминания так и будут накатывать, так и будете. Так и будет. В общем, каждый тут, знаете, тут вот выходит, что каждый решает свои проблемы, каждый живет своей жизнью, да, но временами все-таки вот это вот накатывает, вот это чувство, когда вот вы в прошлом общались, что очень приятно общались, но каждый, ну, будете закрыты друг от друга, закрываться будете. Вот так вот. Какие люди у него нехорошие вокруг, кстати, сплетничают, засранцы. Эти сплетники могут жизнь всем попортить. Они, кстати, постоянно врут. Завистники, засранцы. Вы можете... И снится даже вам, ничего себе, шел в работу, да. Или боится новое строить, да. Знаете, если у вас не потерялся контакт с ним, то попробуйте общаться через интернет. Без эмоций, знаете, ну как без эмоций? Как-то вот по-дружески и без...
маленькие дети общаются. Привет, как ты дела? Что нового? Ну ладно, и там как-то вот так вот, без, как сказать-то, просто, в общем, просто без давления. Нет, ну здесь... Но если он победит все свои страхи, то в будущем он сможет... Ну, есть такой вариант, что он может все поменять. Вот может вернуться к вам, вот это все вот реализовать, то, что вы были вместе. Но сделает ли он это сейчас? Сейчас нет. Как будто сейчас нет возможности. Как будто у него там какие-то дела такие, что он один, он ни с кем не встречается. Вот. Но желание хорошей семьи, счастливой, это у него не отбило. Это желание у него есть на семейные счастливые отношения. Понятно. Летом должен приехать. Вот летом, может быть, вы встретитесь и контактами обменяетесь. Вспомните былое. Не знаю, посмотрите. Тут все верно увидели. Но здесь вот так вот пока. Пусть думает. И тут не надо, тут на него не надо давить, не надо ему ничего писать, как бы он сам решит. Он такой, да, ему надо уединиться и самому принять решение. Он такой вот. Так что, ну, вы это понимаете. Вот. Здесь выбор. Он стоит перед выбором, понимаете? Сейчас у него вот две карты даже выбора. Тут он борется, внутренняя борьба с собой происходит. Он не знает, как дальше идти, какой выбор сделать. Он пока что, да, не готов пока. Пока его не устраивает ни один из вариантов. Но он найдет вариант тот, который его устроит. В общем, пока что вот он так вот. Да, лучше позже посмотрим, да. Пусть пока так. Пусть пока решает. Должно что-то, время надо дать, просто время на это. Так, для Регины посмотрим. Посмотрим, подсказка. Используйте свое обаяние. Ну вот, при встрече, или там как появится возможность, пользуйтесь своим обаянием. Используйте обаяние. Милая, красивая, да, там, не знаю, улыбайтесь. Мужчины любят, когда девчонки улыбаются. Просто будьте собой. Вам тоже всех благ. Регина, спасибо, что на эфирчик пришли, спасибо за ваш вопросик. Вот, сейчас посмотрю. Если кто-то захочет донатик, скажите мне, ладно, а то я вдруг закончу эфир. Я вроде бы все донаты ответила. Так, давайте теперь сделаем общий расклад. У нас будет 10 посланий из будущего. Вы можете загадать циферку от 1 до 10. 10 посланий будет, общий раскладик. Можете несколько циферок загадать, можете на какую-то ситуацию загадать. Можно просто будет послание на данный момент, на сейчас. 10 посланий можете загадать. Я тоже загадаю. Единички. Послание. Ой, единички. Стоп, перестань это делать, ты знаешь, о чем я говорю. Давай же, настройся, ну давай. Вот, молодец. Вот. Что-то вам нужно перестать делать, единички. Берем паузу, в общем. Двоечки. Двоечки. Твой ключ к успеху в знаниях. Так, ты будешь у меня сегодня настраиваться? Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Твой ключ к успеху в знаниях, двоечки. Тройки. Кто загадал третью позицию, послание из будущего. Не нужно оставить... Так, ну давай настройся, пожалуйста. Чего ты? Давай, работаем. Чего ты у меня тут? Это из-за этих, мне кажется, из-за гирлянд. Не может настроиться. В общем, не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин.
Это о том, что если рядом с вами есть такие люди, кто вас не ценит, да, кто говорят вам обидные вещи, это могут быть и родственники, и, знаете, и коллеги по работе, ну мало ли, друзья, да, то не нужно оставаться с ними, не нужно проводить с ними время. Если вас не ценят, если вас обижают, ну не нужно. 4, четверки. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй, у тебя все получится. Да, все получится. Вот. Составь план и действуй. 5. Не сдавайся, доведи начатое до конца. Ну чего ты? В общем, вы видите, да? Не сдавайся, доведи начатое до конца. Это камера. 6. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. Цените себя, любите себя. Вы уже супер-пупер красотули. Так, 6, да? 7. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. 7, не бойтесь быть собой. 8. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Help, Мишка говорит. 9. 9 позиция. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Вам говорят, действуйте, пришло время действовать. 10. Ты на верном пути. Твой план верный. Ты достигнешь успеха. Вот. Крутяк. Ты достигнешь успеха. Так, 10 посланий. И давайте посмотрим общий расклад. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 позиции будет. Быстренько сейчас глянем. Что делать, чтобы неделя была хорошая, первая позиция. Что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно зарабатывать деньги, нужно копить, нужно грамотно ими распоряжаться. То есть посмотрите, где-то скидки, если есть, где можно сэкономить, что и как купить, да, распределите свой бюджет. Не заказывайте еду, возможно, будет дешевле приготовить. То есть тут такое вот, грамотно распоряжайтесь своими деньгами. Вот рассмотрите то, как вы их зарабатываете, грамотно тратите и откладывайте, пожалуйста, их откладывайте. Не тратьте много денег на какую-то фигню. Что не нужно делать? Не нужно оставлять свои деньги без контроля. Вот, не нужно забывать о том, что они у вас есть, что их нужно контролировать, доходы, расходы, вот это вот. И не нужно, если вы не знаете, как распоряжаться, то научитесь. Здесь как-то, если вам чего-то не хватает, то научитесь этому. Не нужно думать, что если вы не знаете, то это как бы и ладно. Нет. Если не хватает каких-то знаний, нужно их получить. 2. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Ух ты, какие-то карты наоборот. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь, знаете, надо как-то замечать шансы, которые у вас есть. Надо ценить то, что у вас есть. Потому что то, что у вас есть, вы уже многого добились, вы уже молодцы, похвалите за то, что у вас есть. Посмотрите, что у вас есть вокруг, что нужно ценить. И заметьте то, что вам предлагают, потому что есть какие-то возможности, какие-то предложения будут приходить, рассмотрите их, потому что вы как будто не замечаете возможности, не замечаете предложений. И вот что-то вам предложит, рассмотрите это, обратите на это внимание. Здесь не нужно расстраиваться. Вот. Что не нужно делать? Не нужно быть слишком самонадеянным, слишком беззаботным, да. То есть если вы садитесь в машину, то пристегнитесь, да, то есть нужно вот так, не нужно быть безрассудным, вот здесь вот так вот, слишком таким вот безответственным не нужно быть, вот. Давайте посмотрим. Так, 3 позиция, общий расклад, да, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно наслаждаться жизнью, нужно делать то, что вы хотите, то, что вы чувствуете, независимо от того, есть с вами там партнер или кто-то еще, или друзья, да. То есть здесь вы должны быть самодостаточным человеком,
Уметь зарабатывать деньги, уметь тратить на то, что вы хотите. И не обязательно, чтобы рядом кто-то с вами был. Вам нужно наслаждаться самостоятельно, с собой, просто без никого, чем-то таким вот, то, что вам нравится делать. Вот. Здесь зарабатывайте деньги. Что не нужно делать, не нужно полагаться на судьбу. Нужно полагаться только на себя. Не полагайтесь на судьбу, что там все прокатит, все будет нормально. Там, вот. То есть здесь и не нужны поездки какие-то. Вот. Срочных поездок, если нет, то не нужно. Ну, не нужно ехать. Не играйте на деньги, не играйте на каких-то биржах, там не ставьте деньги туда. Вот. Да, Ирина, были подсказки на всех колодах, были. Были подсказки на всех колодах. Только я не знаю теперь, какое это время было, но посмотрите, там промотайте. Были подсказки. После Марии были вам. Ой, мотайте там, перемотайте. Послание всем, кто смотрит этот эфир. Попросила по одной карте. У вас все получится, если вы будете сражаться за то, что вы хотите, если вы не отступите, если вы не будете отступать, то у вас все получится. Вы добьетесь того, чего вы хотите. Ваше желание сбудется таким образом, что даже еще лучше, чем вы хотите. Вот вы стараетесь, там какие-то преграды, то документы собираете, то еще что-то делаете, учите, да, и как бы вы надеетесь, что было бы здорово, если было бы вот так, ну вот хотя бы вот так, да, ну как бы вот вы просто реально смотрите на вещи, а результат будет даже, он превысит ваши ожидания, то есть вы получите максимально то, что, о чем вы думали. То есть прикладывайте усилия, и вы получите заслуженную награду. Здесь как-то так вот. Не сомневайтесь в себе никогда. Если есть какие-то сомнения, оставайтесь дома. Просто оставайтесь дома. Не нужно действовать. Оставайтесь дома, подумайте. Накопите энергию свою. Не стоит. Если сомневаетесь, не стоит чего-то делать, начинать, куда-то идти. Если вас что-то расстроит, просто ищите новые знания, новую информацию. Вот так вот. Такой вот эфирчик получился. Всем подсказки раздала, всем вопросы ответила. Сейчас еще раз донаты посмотрю. И будем заканчивать эфирчик. Да, ответила все. Вот, так что приходите на эфиры по субботам в разное время, потому что я до 9:30 иногда я уже не могу, хочу спать, поэтому сегодня эфир пораньше был. Приходите на эфиры, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфир, тогда к вам сразу оповещение придет, что эфир начался. Вот, и вы сможете задать вопрос, да, или подсказки прослушать. Подсказки у нас все бесплатные. Вот. Так как народу мало, и у меня есть на это время, вот поэтому все так. Всем все ответила. Всех обнимаю, всех целую, пусть у вас все будет хорошо. Вот, хорошей вам недели, пусть у вас все получится. А у вас все получится, я знаю. Все, буду заканчивать эфир, все, пока.